worked closely with Maxime since 2014 when he asked our founder, Paul Sinton-Hewitt, whether he could start parkrun in Russia, and Paul said no. На самом деле я с Максом работаю уже довольно давно, с тех пор, как Макс обратился к Полу Синтону-Хьюитту с просьбой организовать паркран в России, Пол ему отказал. But Max did it anyway. Но Макс Пола не послушал и все равно запустил паркран в России. That is true, but we thought that was pretty cool. And so, as you've heard already, Parkrun Russia officially launched in March 2014. На самом деле нам очень понравился поступок Макса, нам показалось, что это очень крутое решение. И паркран в России официально существует с 2014 года. Maxime and his close team who are here today have all done an incredible job over the last 6 years. What you have achieved is absolutely wonderful, and you should all feel incredibly proud. Максим и его ближайшая команда провели просто невероятную работу за это время, за последние 6 лет. И вы все тоже очень-очень много приложили усилий и достигли невероятного результата. Вы должны гордиться тем, что у вас получилось. Before I tell you a little bit about the parkrun story and our journey, I noticed that the previous conversation, you were very interested in the previous conversation around incidents and liability. Но перед тем, как мы перейдем к истории паркрана и к тому, как он формировался, я заметила, что в ходе предыдущей дискуссии с Татьяной вызвало большой интерес вопрос происшествий на паркране и ответственности на паркране. I'm here with my colleague James Kemp, who's our global operations manager, and we've spent this week speaking to Maxime and Alex and Tanya about how we can provide much more support to Parkrun Russia around understanding incidents, understanding insurance and understanding permissions. И я здесь не один сегодня, со мной мой коллега из Британии Джеймс, который является руководителем по операционным вопросам. И последнюю неделю мы плотно работали с Максом, Татьяной, со всей командой московского офиса для того, чтобы обеспечить большее понимание вопросов страхования, вопросов ответственности на паркране, как это все работает, и мы готовы оказывать вам большую поддержку в этом направлении. So as we go forward and certainly over the next year, hopefully you'll really notice the increased level of support from Parkrun Global for Parkrun Russia. И я думаю, что вы уже заметили, что глобальный паркран, паркран России оказывает сейчас большую поддержку локальным паркранам, местным паркранам. Okay, we'll start the story. So, for those of you who do not know the parkrun story, I'd like to take you back, if we can have the next slide, I'd like to take you back to October 2004, when Paul Sinton-Hewitt was a competitive club runner. И немного истории для тех, кто не знаком с тем, как возник паркран. Я хотела бы, чтобы мы все вернулись немного назад, в 2004 год, когда в октябре Пол Синтон-Хьюитт был участником бегового клуба, соревновательного клуба. He was going through a difficult time in his life, and at that time Paul used running to help him deal with stress and to support his mental health. But then he got injured. На тот момент у Пола был не очень простой период в жизни, и он бегал для того, чтобы справляться со стрессом, и бег помогал ему пережить этот сложный период. Но потом Пол получил травму. Paul decided that if he couldn't go to his friends, he'd bring his friends to him. So he invited them to his local park, Bushy Park, and said that if they ran 5K, he would time them as long as they joined him for coffee afterwards. Пол решил, что если он не может пойти к друзьям, то пускай друзья придут к нему. И он пригласил друзей в Bushy Park, сказал им, что он выступит секундомером, засечет их время на 5 километров, при условии, что потом они пойдут и попьют с ним кофе. This is the first ever park run, the first ever Bushy Park run on October the 2nd, 2004, where 5 people volunteered and these 13 people ran. Вы здесь видите фотографию первого паркрана, самого первого паркрана в Bushy Park, который был проведен 2 октября 2004 года. Здесь было 13 бегунов и 5 волонтеров. Prizes that day were awarded to the first finisher and the final finisher. The following week, 14 people ran,
the week after that 11, and parkrun was born. И в тот день выдавались призы первому участнику и последнему участнику. Через неделю на паркран пришли 14 человек, потом 11 человек, и таким образом возникло движение паркран. It took a year to reach 100 runners at a single event, and 2.5 years before event number 2 appeared. Через год количество участников на паркране достигло 100 человек на одном забеге, а через 2,5 года был открыт следующий забег. Next slide, perfect, thank you. This is 2007, on the third birthday of parkrun, the start of event number 4, which was the first parkrun outside of London. На этом фото вы видите запуск первого паркрана, 4-го по номеру, первого за пределами Лондона, который был открыт в 2007 году в дату юбилея, собственно, паркрана в Буш-парке. The photo was taken by my wife, Helen. At that time, we were triathletes living in the north of England. This is in Leeds. And like many of you will have done, we'd seen parkrun in a magazine and decided to start our own. Это фото сделала моя жена Хелен. В то время мы занимались триатлоном, мы жили в Лидсе, это на севере Англии, и, как и многие, наверное, из вас, мы увидели информацию о паркране, мы прочитали о паркране в газете, и мы решили принять участие. At that time, I was working as a lecturer in sport and exercise science at the University of Leeds. And although I was also the chairman of my local running club and competing in Ironman triathlon, my real passion was helping people get healthier. В то время я читал лекции в университете Лидса по вопросам физкультуры и спорта, и я состоял в беговом клубе, я был председателем местного бегового клуба, соревновательного клуба, но что мне действительно нравилось и было интересно, так это улучшать жизнь людей, улучшать их состояние и самочувствие. This lady here is my friend Tess. On that day, she completed the parkrun in 58 minutes. In what was the hardest physical challenge she had ever experienced. Since then, she has gone on to complete 152 parkruns and lower her PB from 58 minutes to 33 minutes. Это леди на картине на слайде, это моя замечательная подруга Тесс. В тот день она пробежала паркран с результатом 58 минут, и это было, наверное, самое сложное физическое испытание за всю ее жизнь. С тех пор она финишировала на больше, чем 100 паркранах, она улучшила свой личник до 30 с лишним минут. Also, and more importantly, she has made a lot of incredible friends. И что еще более важно, у нее появилось много потрясающих друзей на паркране. Also, importantly, on that day, we created the slogan, walk it, jog it, run it. In our first public expression, that walkers were not only welcome, but should be encouraged. И что еще более важно, именно в тот день появился наш паркран. Пробеги паркран быстро, пробеги его трусцой или пройди медленно пешком. И этот слоган демонстрирует то, что мы не только принимаем медленных бегунов и ходоков на паркране, но мы еще и поощряем их участие и приветствуем их на паркране. Since those early days, parkrun has gone from strength to strength. About 14 hours ago, parkrun started walking, jogging, running or volunteering, all the way down here on the South Island of New Zealand. И с тех пор паркран продолжал расти и развиваться и увеличиваться в объеме. Скажем, 14 часов назад паркран стартовал здесь, в Новой Зеландии. Then people went to parkrun in Australia, then they went to Japan, Malaysia, Singapore, and then here in Russia. Дальше люди идут на паркран в Австралии, в Сингапуре, в Малайзии. Затем начинаются паркраны здесь, в России. I've got the list here. Then South Africa, Eswatini, and Namibia. Затем начинаются паркраны в ЮАР, в Эсватине и в Намибии. And then Germany, Poland, Norway, Sweden, Finland, Denmark, the Netherlands, and France. Дальше следует Германия, Польша, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Голландия и Франция. Then the UK and Ireland, and finally in the USA. And we finished Parkrun Day over here on the west coast of Canada and America.
И, наконец, Великобритания, Ирландия, затем США, и parkrun день заканчивается на западном побережье в Канаде. We are all part of a global family, and a global family that is growing very fast. Мы все являемся частью большой глобальной семьи, и наша большая семья очень быстро растет. What started out as 18 people walking, running and volunteering in Bushy Park in 2004 is now 400,000 people walking, running and volunteering at over 2,000 locations and 22 countries every week. А то, что началось как встреча 13 волонтеров и 13 бегунов и 5 волонтеров в Буш-парке, сейчас, годы спустя, переросло в глобальное мероприятие, в котором еженедельно принимают участие 400 тысяч человек в качестве бегунов, ходоков или волонтеров. В более чем 2000 парков и других точек в 22 странах мира. Can I just say, I did promise Tanya that I wouldn't go over time, but I didn't realise there'd be so much clapping. Я просто хотела бы сказать, что постараюсь, обещал Тане, что буду следить за временем, но не думал, что будет так много аплодисментов. We can stop the clock. It's like chess. We can stop the clock when you're clapping. Просто останавливайте часы, пожалуйста, когда люди хлопают. So we, parkrun Global, that's all of us, are growing at 25% per year. We will soon launch in our 23rd country, which is a secret. And in May we will welcome parkrunner A7 million. Ну, мы продолжаем расти со скоростью сейчас 25% в год. В этом году в мае мы запускаем паркраны в 23-й стране, которая сейчас не разглашается, это совершенно секретно. И в мае мы поприветствуем нашего участника с номером 7 миллионов. I think Max is going to try and get it for one of his children. Я думаю, что у Макса есть шанс своих детей привести на паркран и получить этот номер. He missed A5 million by about 30 people, I think. У него был шанс получить 5-миллионный номер, но он там на 30 людей промахнулся. There is something much more important than numbers, though, and that's who those people are. It was many years ago that we realised the power of parkrun to bring communities together and to change lives. Но на самом деле цифры это, конечно, не главное. Главное это то, что паркран нас объединяет, у паркрана есть способность объединять сообщество и помогать нам общаться и взаимодействовать, и изменять таким образом нашу жизнь. Stop the clock. Although for many years we thought incorrectly that parkrun was a running event where people should attempt to complete 5K as fast as possible, it was of course a social project, initially designed to improve Paul's mental health and not a run at all. На протяжении многих лет мы считали неверно, что паркран это в первую очередь спортивное мероприятие, где нужно бежать как можно быстрее и делать личник. Но на самом деле паркран это, конечно, в первую очередь социальная встреча. И основная идея паркрана, когда паркран создавал Пол, была в том, чтобы помочь Полу встретиться с его друзьями и пообщаться с другими людьми. Our global mission statement is a healthier, happier planet for everyone, forever, for free. And every decision we make, every single day, is guided by these words. Вы видите сейчас на слайде наше заявление, наше программное заявление «Более здоровая, более счастливая планета для всех, навсегда и всегда бесплатно». И при принятии всех наших решений, при совершении всех наших действий мы всегда стараемся руководствоваться именно этой программной задачей. Okay, so I'd like to show you something. So this slide is the growth of parkrun Russia from March 2014, when you had 116 walkers and volunteers at those two events, until last weekend when you had 4,800 walkers, runners and volunteers. So it starts in March 2014 up to March this year. Я хотела бы показать вам вот этот слайд. На этом слайде представлен рост движения паркран в России, начиная с марта 2014 года, когда были запущены два первых паркрана, на которых было 114 участников. И по сегодняшний день, то есть по прошлые выходные,
когда в паркранах в России приняли участие 4800 волонтеров, бегунов, ходоков, в общем. Явка на паркранах составила 4800 человек. It's fantastic growth and an incredible success, and it looks very similar to the graph of parkrun global in the first 6 years. So this is from October 2004 to October 2010 for parkrun global. На самом деле это замечательный успех, это замечательный рост, и он очень напоминает рост глобального движения паркран за первые 6 лет существования глобального паркрана, если мы берем дату с начала создания паркрана и отсчитываем 6 лет с 2004 года. Okay, so they look pretty similar. So now we're going to show you parkrun global right now. So this is the graph of parkrun global from the very beginning until now. Итак, первые 6 лет очень похожи графики для России, для глобального паркрана. Сейчас я хотела бы показать график, на котором отражено развитие глобального паркрана, начиная от его создания и на сегодняшний день, то есть за 15 лет. My iPad's locked. Thank you. Okay, so this is parkrun global now. If you remember the graph that we showed you of parkrun global for the first 6 years, and it looked really impressive, and it was the same as Russia. I'm going to put a little arrow on now and show you where it is. На самом деле, вот вы видите графу, на которой представлено развитие паркрана Global за 15 лет, а стрелочка указывает результат паркрана Global через 6 лет после его создания. То есть вот те результаты на предыдущем слайде, которые казались такими огромными и замечательными, вот здесь они отражены и показаны стрелочкой. Это вот стрелка показывает первые 6 лет. So, like you, we felt like we were really big, and we had lots of people when we were 6 years old, and that was here. And like us, this is what you have to come. То есть, как и вы сейчас, 6 лет, когда нам было 6 лет, нам казалось, что мы очень большие, крутые. На самом деле мы были здесь. А вот это то, что вас ждет, это то, что вы прошли после этого периода. I'm sure many of you will find that exciting, but I'm also sure that many of you will find that scary. Я уверен, что для многих из вас эта перспектива окажется увлекательной и волнующей. Я думаю, что многих она и пугает, эта перспектива. If you're like I was 9 years ago, you will find it both exciting and scary. Если вы похожи на того меня, каким я был 9 лет назад, для вас эта перспектива будет и пугающей, и увлекательной в одно и то же время. So I'd like to share 3 lessons with you that we've learned over the last 9 years, which I hope will help you on your journey. Поэтому я хотел бы поделиться с вами уроками, извлеченными за последние 9 лет, и надеюсь, что эти уроки окажутся для вас полезными. We are constantly asked how we might improve parkrun. People suggest adding different distances or different days, or adding chip timing. The reality is our simple model is perfect. На самом деле у нас постоянно спрашивают, как можно улучшить паркран. Может быть, добавить новые дистанции, добавить какие-то дополнительные мероприятия, ввести фишки или что-то еще сделать интересное. На самом деле наша модель максимально простая, и она работает. Our simple model of turning up in the park at the same time every week, if you want, walking, running or volunteering for free, and going for coffee or tea here in Russia, is perfect and doesn't need to change. Наша простая модель, которая состоит в том, что желающие приходят утром в парк, где пробегают или проходят или волонтерят на дистанции 5 километров, потом идут пить кофе или в России идут пить чай. Это идеальная простая модель, и она работает, и ей не нужны изменения. And my job is to keep it the same. И моя задача, моя работа состоит в том, что эта модель оставалась без изменений. My first experience of parkrun was in August 2007, when I arrived at Bushy Park, and there were no signs of banners, there were no toilets, and there were no grandstands. Я впервые пришел на паркран в августе 2007 года в Bushy Park, и там тогда не было указателей, там не было баннеров, туалетов, никаких трибун для зрителей там тоже не было. I asked someone, where should I leave my bag? And they said, by the tree. Я спросил кого-то, где мне оставить сумку, и сказали, да тут под деревом. I asked them where the course went, and they replied, around the park. Я спросил, как проходит трасса, и мне сказали, да тут по парку.
Since those days, almost nothing has changed. The only difference between our experience this morning and my experience in 2007 is that today we had to bring our barcodes. На самом деле мало что изменилось за этот период. Единственное различие между нашим сегодняшним забегом сегодня в Сокольниках и тем забегом в августе 2007 года состоит в том, что сегодня мы пришли с баркодами, со штрих-кодами, потому что штрих-коды были введены в 2008 году. Every change adds work to what we do, and when that work is multiplied by thousands of events, hundreds of thousands of participants, it becomes unsustainable. Любое изменение добавляет нам дополнительной работы. Потом эта работа увеличивается, потому что эту работу нужно проделывать на сотнях паркранов по всему миру с тысячами участников. И в конце концов такая работа становится просто невыполнимой, просто в силу своего объема. You are all early adopters of parkrun Russia. Parkrun Russia is here. Вы сейчас пионеры и первопроходцы паркрана, потому что паркран России сейчас находится вот здесь, на начальном этапе своего развития. You are the leaders and the influencers of the future. И вы лидеры, вы оказываете влияние на будущее, от вас зависит будущее паркрана. Please resist the urge to complicate what we do by adding things that don't need to be added, and try your hardest to keep it simple. Я очень прошу вас бороться с искушением добавлять какие-то лишние вещи, в которых нет необходимости, и очень прошу вас стараться сохранять простую модель, настолько простую, насколько возможно. People often ask what People often ask why parkrun is so successful, and the answer is clear. It is because we empower human interaction. Люди часто спрашивают, в чем секрет успеха паркрана, но мне кажется, ответ очевиден. Секрет в том, что мы позволяем людям общаться, и мы обеспечиваем человеческое общение и социализацию. That is what Paul needed in 2004 when he was struggling, and that is what we all need to maximize our own health and happiness. Именно в общении и социализации нуждался Пол в 2004 году, когда у него был сложный период в жизни. И именно общение и социализация необходимы нам всем для нашего хорошего здоровья и самочувствия. This is my dad here on your left. My future. In 2014, I was at Delta Parkrun in South Africa when my father, who is a professor at the World Health Organization, with him, and he is always looking to improve things. В 2014 году мы с отцом были на паркране в ЮАР. Мой отец профессор в Всемирной организации здравоохранения, и он всегда пытается найти какие-то вещи, которые можно улучшить. There were 630 finishers that day, and in the cafe afterwards, my dad sat down with two other people to sort the finish tokens back into order. В тот день на паркране было 630 участников, и после паркрана мой отец и еще два волонтера сидели в кафе и сортировали финишные токены в нужный порядок. It took them 30 minutes to complete their role, after which my father asked me if I could improve the process by automating it, as it had taken 90 minutes of work. У них ушло 30 минут на то, чтобы сортировать все токены, и после того, как они закончили, отец спросил меня, можно ли автоматизировать этот процесс, потому что в целом 3 человека по 30 минут, у них ушло 90 минут работы на то, чтобы просто токены сортировать. To which I replied, why would I want to stop you meeting two new people? На это я ответила, зачем мне мешать тебе знакомиться с новыми людьми? Making two new friends. Ты завел двух новых друзей. Two friends who will welcome you back next Saturday. И в следующую субботу эти два друга будут ждать тебя на паркране. We believe that all of us need some level of human interaction in order to be healthy and happy. Мы считаем, что всем нужно человеческое общение, всем нужна социализация для того, чтобы оставаться и здоровыми, и счастливыми. Some might like to be the center of attention, and some might like to turn up, run, and go home. But we all need each other. Некоторые любят быть в центре внимания, некоторые, может быть, просто приходят на паркран, пробегают трассу и уходят домой, но мы все нужны друг другу. My final lesson is something that took us 10 years to understand, but it is exceptionally important. Последний урок, которым я хочу с вами поделиться, у меня ушло 10 лет на то, чтобы его понять, но это очень важный урок. In the early days of parkrun,
we saw volunteering as a necessary evil, something that represented giving up your run so others could have theirs. На начальном этапе существования паркрана нам казалось, что волонтеры – это такое необходимое зло. На самом деле, что волонтеры должны жертвовать своим временем, чтобы другие могли бегать и принимать участие в паркране. We didn't even record volunteers as being at our event. Мы даже не регистрировали участие волонтеров в наших мероприятиях. And we would spend our time working out how few volunteers we needed and thinking about automating as many processes as possible. Мы очень старались рассчитать минимальное количество волонтеров, которое нам нужно, и максимально автоматизировать все наши процессы. But we were wrong. Но мы ошибались. Everything we thought about volunteering was wrong. Все наши представления о волонтерстве были ошибочными. Over the years, examples like the one earlier about my father and the Finnish tokens showed us that volunteering is hugely beneficial to the volunteer themselves. На протяжении лет мы поняли, и мы заметили это на примерах, как, например, на том случае, о котором я рассказала вам с моим отцом и финишными токенами, что взаимодействие, что волонтерство очень полезно для самих волонтеров и приносит им огромную пользу. That volunteering is fun. Волонтерство – это весело, это интересно. And most importantly, that volunteering is an incredible form of physical activity in its own right. И в конце концов волонтерство – это ведь замечательный способ физической активности, форма физической активности сама по себе. So we've changed our language. Поэтому мы теперь по-другому разговариваем с волонтерами, и у нас теперь мы подбираем другие слова. We celebrate volunteering much more. We encourage people to volunteer because it's a brilliant thing to do, not because it's their turn. Мы хвалим волонтеров, мы поощряем волонтерское участие в наших забегах, потому что это здорово, потому что это интересно, а не потому что это обязанность, которую нужно выполнять, не потому что их очередь. And we thank volunteers for giving their time, not for giving up their time. И мы благодарим волонтеров за то, что они дарят нам свое время, а не за то, что они жертвуют своим временем. We know that this approach not only increases the number of volunteers, as demonstrated by this graph, but it also makes people healthier and happier. Мы знаем, что такой подход не только увеличивает количество волонтеров, как можете видеть на этом графике, но и улучшает состояние людей, физическое и душевное. You can see for the first 8 years of Parkrun UK, we were about 10 volunteers per event. And then here, we changed our thinking. And since 2012, our volunteers per event have gone up, and now we have 23 volunteers per event in the UK. Как вы можете видеть, на протяжении первого периода существования паркрана у нас в среднем было 8 волонтеров на мероприятии. Затем мы изменили наше представление о волонтерстве, и теперь у нас в среднем 23 волонтера на мероприятии. We also did a recent health and well-being survey in the United Kingdom, where 60,000 park runners answered our survey. И мы также в Великобритании недавно провели опрос в области физического состояния и душевного состояния, в котором приняли участие 60 тысяч паркранеров. It proved that people who volunteer and run are happier than people who just run. И это исследование показало, что те, кто и волонтерит, и бегает, чувствуют себя более счастливыми, чем те, кто только бегает. We will know we have succeeded when people say they have done a park run, regardless of whether they have walked, run, or volunteered. Мы будем знать, что мы добились успеха, когда люди будут говорить: «Я принял участие в паркране», вне зависимости от того, какую роль они выполняли: бежали, волонтерили, шли пешком или каким-то еще образом принимали участие в паркране. Okay, I'm going to leave you with a very big number. Я сейчас скажу вам очень большую цифру. When we try to describe to people where parkrun is on its journey, I try and get people to think of parkrun in human years. Когда меня спрашивают, на каком состоянии своего развития сейчас находится паркран, я предлагаю людям представить, что паркран – это человек. So Parkrun UK is like the older brother or sister and is 15 years old. Паркран Великобритании – это такой старший брат или сестра, которому 15 лет. And Parkrun Netherlands is just 1 week old, like a little baby. Паркрану в Голландии всего неделька, это совсем младенец. But it helps to understand what we have in front of us.
Но это помогает нам понять, какие перспективы у нас в будущем. Like a person, we will not mature until we are in at least our 30s or 40s. Как и человек, мы достигнем зрелости только когда нам будет 30-40 лет. I'm 45 and I still haven't matured. Мне вот 45, и я еще не достиг зрелости. But when we look at the last 15 years, so since October 2004, we have seen 65 million walks, runs and volunteers. За весь период существования паркрана, начиная с 2004 года, в нем приняли участие 65 миллионов человек. As we grow and as we move towards our 30th birthday, so we're halfway there, we expect that over the next 15 years, we will deliver another 900 million walks, runs and volunteers. И мы ожидаем, что в следующие 15 лет мы проведем еще 100 миллионов. 900 000 000 000. And if the parkrun family, the global parkrun family, keeps doing what it's doing, then somewhere around our 30th birthday, we will achieve this many walks, runs and volunteers around the world. И если паркран продолжит развиваться, мы все продолжим заниматься тем, чем мы занимаемся, то через 15 лет мы достигнем вот этого показателя в общее количество человек, которые приняли участие в паркране в качестве бегуна, волонтера, организатора, или ходока и так далее. Общее количество участников составит 1 миллиард. So hold tight and enjoy the ride. Thank you. Поэтому держитесь крепко.